Привет! С вами Каска. Продолжаем рубрику с настройкой графики для различных игр. Сегодня наш клиент это Стражи Галактики. Я не планировал делать ролик по этой игре, потому что думаю уже не актуально. Но после Человека-паука загорелось желание окунуться во вселенную Marvel и пройти Стражи Галактики. Все патчи, которые могли выйти, уже вышли, плюс появилась поддержка FSR 2.0. Бустит около 5-7 кадров, картинка тоже менее мыльная, что конечно не только меня одного радует. Напоминаю, в этом ролике ты узнаешь, как повысить FPS без особого ущерба картинки, чтобы можно было спокойно, достойно поиграть. Покажу 3 пресета для разных систем, с трассировка лучей, без нее, для слабых ПК, для более мощных, а также настройку и установку FSR 2.0. Если ролик тебе понравится, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Приятного просмотра. Ты знаешь, что такое Калибр? Не то, что у тебя в штанах, а в разы больше. Калибр — это бесплатный онлайн-шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В Калибре ты можешь играть как PvE миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс, так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем настройки, переходим на вкладку экран, полный экран. Включаем. Эксклюзивный полный экран тоже включаем. Разрешение по соотношению к твоему монитору. Частота обновления. Тут по желанию я ставлю 144, хоть я их и не увижу. Вертикальная синхронизация. Так как это одиночная игра, можешь спокойно включать. NVIDIA DLSS и Fidelity FX, к этому вернемся чутка попозже, после настроечек графики. Мы нажимаем Escape, переходим на изображение, и тут нас встречает небольшое количество настроек, но тем не менее есть некоторые параметры, которые забирают неплохо так FPS. Покажу сначала первый пресет для видеокарт 1070, 1080 и их аналоги от AMD. Анизотропная фильтрация текстур. В основном кушает один кадр. Это между 16X и выкл. Ты же можешь поставить как 8X, так и 16. Я оставляю на 16. Уровень детализации кушает около 10-15 кадров. Это между низкая и высокая. Если делать сравнение с средняя и высокая, то 5-7 кадров. Поэтому смотри, как у тебя по FPS. Если у тебя более 80 кадров, можешь поставить на среднее. Если менее 80, то ставишь низкое. Я оставляю на низкое, потому что есть некоторые локации в игре, где детализация, тени вообще не влияет на FPS. Допустим, ты ставишь высокое, у тебя забирает может быть 2-3 кадра, а в другой локации будет забирать уже все 15 кадров. Работает как-то так, поэтому примерно ориентируйся вот на эти, так сказать, доводы. Качество теней. В моем случае на FPS никак не влияет. Для баланса я ставлю на среднее. Качество текстур. Тут все зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя 4 гига и меньше, ставишь низкое. Если у тебя более 4 гиг, ставишь высокое. Трассировку лучей мы пока пропускаем. Отражение, размытие, радиальное размытие, аберрация, блики и глубина резкости в моем случае на FPS никак не влияет. Поэтому смело включаем. Рассеивание света. То же самое. В основном кадры не кушает. Но для баланса ставим на низкое. Далее нажимаем Escape и заходишь в игру. Если у тебя уже 80-90 кадров, можешь так и оставлять. На вкладке экран мы можем, допустим, прибавить немножко резкости. Я рекомендую ставить от 30 до 50%. Смотри, как тебе больше нравится. Кушает тоже около 2-3 кадров. Имей это в виду. Если у тебя 70 кадров и меньше, можешь включить, допустим, Fidelity FX. Тут уже тоже зависит все от твоей системы. Если видеокарта у тебя слабенькая, допустим, 1060, ставишь на производительность. Если видеокарта у тебя более мощная, ставишь высокое качество, либо просто качество. Единственный минус Fidelity FX, что мы не можем настроить из-за этого резкость. Допустим, с DLSS работает ровным счетом наоборот. Мы, допустим, ставим DLSS качество и можем уже настроить резкость. Это огромный плюс, потому что, как ты знаешь, DLSS, ну и собственно как и Super Resolution, мылит картинку, а с помощью резкости мы можем это мыло немножко убрать. То есть у нас больше FPS, а картинка считай, что и не поменялась. Если у тебя видеокарта RTX 2060,
3050. Тогда мы включаем DLSS, ставим на качество и резко ставим то же самое от 30 до 50%. И нажимаем принять изменения и ОК. Теперь же второй пресет для тех, кто хочет поиграть с трассировкой лучей. Мы заходим в настройки, изображение. Если у тебя 2К монитор, по настройкам ставим то же самое. Детализация, тут конечно можешь поиграться, поставить низкое либо среднее. Высокое не рекомендую. Качество теней оставляем на среднее. Ну и рассеивание света тоже можешь поставить, допустим, высоко. Но я ставлю низкое, детализация низкая, тени средняя. Все остальное на максимум. Если у тебя видеокарта 3060 Ti и монитор, допустим, Full HD, то можешь ставить спокойно все на ультра. Ну и собственно трассировка лучей. Я тестировал как высоко, очень высоко, так и ультра. Ультра уже, конечно, есть проблемы, по крайней мере на 2К мониторе. В моем случае где-то 45-55 кадров. Это без DLSS. Если поставить высоко, то у нас чаще всего стабильные 70 кадров. Тоже без DLSS. Если ставить очень высоко, то где-то 60 и 65. Поэтому я оставляю на очень высоко. Отражение с трассировкой лучей тоже включаем. По настройкам у нас получается как-то так. Нажимаем Escape, переходим на экран. Здесь я рекомендую включить DLSS на качество. Дальше резкость DLSS ставим на 40%. Нажимаем принять и ОК. В таком случае у нас будет 100% стабильный 60 FPS. Но чаще всего 75-85 кадров, что не может не радовать. Ну и собственно то, что касается третьего пресета для более слабых ПК. Мы заходим на вкладку экран, выставляем разрешение, допустим, 1280 на 720. Картинка, конечно, ухудшается, но тем не менее FPS у нас будет где-то в 1,5, а то и 2 раза больше. Тут, конечно, смотри сам, можешь оставлять, допустим, по соотношению к твоему монитору, то есть Full HD. DLSS у нас недоступен, поэтому включаем Fidelity FX на производительность. Если на твоей видеокарте Fidelity FX недоступен, либо тебе он не нравится, как работает или еще что-то, мы здесь можем поставить масштаб разрешения. Я рекомендую сделать как? Ставим от 75 до 90. Смотри по своей системе, где как больше FPS, где нормальная картинка и так далее. Тут же мы можем прибавить немножко резкости. То же самое, 30-50%. Тогда у нас будет чуть больше FPS, а картинка в принципе плюс-минус такая же самая и останется. На вкладке изображения мы анизотропку ставим, допустим, на 4X, либо же отключаем. Детализация низкая. Тени низкая, текстуры низкая, RTX мы отключаем, потому что не поддерживается, рассеивание света низкое, отражение убираем, блики отключаем, ну и остальное по типу размытия, аберрация, глубина резкости, тут уже по желанию. В основном на FPS не влияет, но если будут проблемы, то тоже, естественно, отключаешь все это. И для третьего пресета у нас получается настройки как-то так. Теперь, собственно, перейдем к установке и настройке FSR 2.0. Качаем архив по ссылке в описании, либо же в моем Discord сервере. Делаем распаковку архива, просто папку переносим на рабочий стол. Здесь у нас есть папка с самим FSR, дальше файл реестра и установка. То есть можешь при желании прочитать и так далее. Как установить? Нажимаем PKM, дальше слияние, да. Окей. Если у тебя нет слияния, просто нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. То есть запускаешь как обычное приложение. Открываем нашу папку, находим nv.dll, нажимаем PKM, копировать. Переходим в папку с игрой. В моем случае это диски, games, bin. Находим приложение с самой игрой, нажимаем PKM и вставить. То есть там, где у нас находится файл с DLSS. Мы его сюда тоже впихиваем. Вот и все. Установка более чем простая. Теперь залетаешь в игру. После активации FSR 2.0 на NVIDIA DLSS мы выбираем качество, допустим, и то же самое резко ставим на 40%. Благодаря этому у нас прибавляется около 5-7 кадров. Картинка менее мыльная, больше кадров, то есть все у нас замечательно. Работает, как по мне, неплохо, поэтому я рекомендую каждому попробовать и, возможно, оставить, может быть, удалить. А как удалить? Сейчас покажу. Открываем нашу папку, которую скачали, находим файл вот этот, который мы копировали, открываем папку с игрой, нажимаем PKM и удалить. Дальше закрываем папку с игрой, возвращаемся назад, нажимаем PKM, изменить. И здесь у нас есть путь. Нажимаем поиск, пишем regedit, то есть редактор реестра. Что мы сейчас делаем? Мы удаляем файл реестра, который мы применяли до этого. У нас, допустим, написано это local machine, дальше software и NVIDIA корпорации. Находим local machine, software, NVIDIA корпорации и global. У нас применился вот этот файлик в конце 6ff hex 01. Вот он у нас и есть. Мы нажимаем просто delete и да. Делаем следующее. Это у нас
система, Control-Set, то есть это же папка Local Machine, система, Control-Set 01, дальше сервис и NV там какой-то такой. Находим снова 6FF, да, все верно. Нажимаем Delete и ОК. Поздравляю, мы полностью удалили FSR 2.0 для Стражей Галактики. Как-то так. Если ролик тебе показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Как говорится, до скорых встреч!